Всем привет! Хочу вам показать самый простой способ, который я знаю, чтобы создать облегченную сборку Windows 10 или 11 для ваших компьютеров. Я это делаю для старого ноутбука, в котором я не хочу, чтобы попало вообще в сборку что-либо лишнее, чтобы это не нагружало систему, чтобы он быстро работал и не было никаких проблем. Ноутбук 2008 года, и десятка для него это уже достижение, в принципе. Вот. Собственно, показываю на своем примере. Здесь все очень просто. Все, что нужно, это программа Rufus. Вот. Заходим в нее. Нажимаем здесь «Скачать», нажимаем «Скачать», выбираем, что мы хотим, Windows 10 или 11, «Продолжить». Стандартный выпуск, выбора тут нет. Дальше редакция тоже стандартная, все. Язык выбираем, «Продолжить». Архитектуру, что вам нужно. У меня 4 гигабайта оперативной памяти, в нем стоит DDR2, поэтому я выбираю x64. Возможно, там будет 8 потом стоять, если появится желание ради эксперимента его улучшить. Нажимаем «Скачать», выбираем куда. У меня вот уже образ скачан, перезакачивать второй раз не буду, все просто. Нажимаете «Сохранить». Дальше, после того, как мы его скачали, нажимаем «Выбрать». Выбираем наш образ скачанный. Вот, нажимаем «Открыть». Сейчас Rufus подумает. Дальше выбираем схему разделов, MBR или GPT, смотря какой у вас ноутбук. У меня старый, поэтому только MBR. Добавляю исправления для старых BIOS. Не знаю, дает ли это какой-то результат. Ну, пускай будет. Здесь все стандартно. Нажимаем «Старт». Здесь мы ничего не ставим. Собственно, я это делаю, чтобы вам показать. Это все будет делаться дальше на определенном сайте. Я вам это все покажу. Поэтому здесь ничего не ставим, просто нажимаем ОК и начинается создание флешки. У меня она уже создана, не хочу ждать заново, поэтому переходим к следующему этапу после того, как ваша флешка создана. Вы ее даже из компьютера не вынимаете. Смотрим, что дальше. Заходим на вот такой вот сайт. Shenanigans D. Я вам ссылочку оставлю в описании. Здесь вы выбираете, что вы хотите или не хотите видеть в вашей сборке Windows. Вы можете это выбрать один раз, потом вы этот файл сохраните и сможете переиспользовать, если вам это понадобится в дальнейшем. Вот. Вы можете создать, допустим, для разных сборок разный набор конфигураций. Там, под x86 или под x64, что вы больше хотите. Я делаю сейчас конкретно под этот ноутбук, и сборку я делаю конкретно под него. Я не буду вам объяснять и показывать каждый пункт, потому что вы все читать умеете, сможете прочитать, перевести. Вот, выбирать там страну, языки и так далее, и так далее. Здесь все достаточно просто описано, я не вижу здесь ничего сложного. Конечно, тут есть какие-то моменты, которые я сам не понимаю, я просто погуглил и посмотрел, что это значит, допустим, если мне это нужно. Здесь я выбрал, единственное, о чем я расскажу, основное, я выбрал, чтобы флешка наша загрузочная сразу же в процессе установки отформатировала Windows. Честно говоря, я еще сам этого не пробовал, и мне интересно, как это будет реализовано. То есть вот здесь галочку, если мы ставим Partition, здесь это будет как стандартная установка, когда в процессе вы устанавливаете, вы можете отформатировать, удалить разделы и так далее и тому подобное. Но я хочу попробовать вот так. Обычный вариант я уже пробовал, он работает отлично. Хочу попробовать, чтобы я ничего руками уже не писал, чтобы просто сразу же отформатировался диск. Он у меня один-единственный там стоит, он стоит в первом слоте, ну то есть методом научного тыка вы можете это все определить, где у вас что, я думаю, вы люди умные, разберетесь. Вот. Дальше тут может по поводу лицензии что-то, я не знаю, я выставил вот generic product key, то есть как бы из расчета на то, что мы потом поставим свою собственную лицензию. Вот. Аккаунт можно выставить тут, можно вообще ничего тут не выбирать, можно настроить стандартный вариант, как при первой настройке Windows. Я решил, что я вот создаю такую учетную запись и посмотрим, как это все будет работать. Вот. Дальше тут я где-то ставил какие-то галочки, я уже не помню. Вот, Prevent Windows Update from Rebooting Your Computer я оставил галочку, кажется, чтобы после обновления Windows у вас автоматически не перезагружался компьютер. Ну, я так это понимаю. Вот. Собственно, смотрим, что здесь еще есть. Skip Wi-Fi Configuration я поставил Wi-Fi, я потом подключу. Я думаю, это тоже кто как хочет, так и настраивает. Вот. В общем, пролистаете все. Здесь, что вы хотите выключить, отмечаете галочкой. То, что не отмечено, это то, что остается из стандартных программ. Как видите, я ставил Paint, блокнот, калькулятор и часы. Все остальное я выключил, если надо, я установлю это сам. Удалить все плитки, удалить все пины. Посмотрим, что это значит. Ну, с плитками вроде бы понятно, что такое пины, я, честно говоря, так сразу и не знаю. Вот. Но нафиг удаляем все лишнее, а там будем смотреть. Если нам что-то понадобится, можно опять зайти, этот файлик быстренько пересоздать и еще раз переустановить. Винда устанавливается очень быстро, таким образом вам ничего не надо делать. И нажимаем Download XML файл. Вот. Сохранить как, или как вы хотите. Вот. Загрузки. Вот он у меня уже сохранен.
Я нажимаю «Сохранить», «Перезаписать». Ну, в данном случае, да, если я там что-то изменил, то пускай будет. После этого мы, когда создали флешку загрузочную, мы открываем нашу флешку, где она у нас, вот, да, мы открываем наши загрузки, мы берем этот файл и добавляем на флешечку. Все, вот он здесь. Наша загрузочная флешка с вот этими всеми настройками готова. В дальнейшем мы ее просто извлекаем и идем устанавливать Windows. Дальше я вам покажу. Итак, мы только что выбрали загрузить наш компьютер с флешки. И вот автоматически я больше ничего не нажимал, только выбрал флешку как источник загрузки. То есть, когда вы выбираете после включения компьютера в BIOS, с какого устройства вы хотите загрузиться. Ну, как видим, что-то я, наверное, там не донажимал, и автоматически оно не отформатировало наш диск. Ну, тогда отформатируем его вручную. Наверное, надо будет еще в настройках этого XML файла там что-то подкорректировать. Может быть, я в чем-то еще не разобрался, но это и не суть. В любом случае, если у вас там несколько дисков, или вы сомневаетесь, что оно сотрет или куда-то не туда установит, лучше это делать вот так вот вручную. Все, в принципе, выбираем и ждем установки. Итак, процесс дошел до конца. Смотрим, что будет дальше. После того, как мы стерли жесткий диск, больше никаких манипуляций я не производил. То есть дальше все работает автоматически, и я, в принципе, ничего пока не нажимаю. Прокрутилось колесико Windows, и дальше пошел вот такой процесс. Я все еще ничего на экране не нажимаю, никаких окон выбора больше не всплывает. Все идет в автоматическом режиме. Компьютер успел перезагрузиться еще 2 раза. Ну вот теперь синее окно. Нужно подождать еще. Так, появилось меню выбора сети. Все-таки, наверное, я не настроил, что там нужно было что-то, что было нужно для того, чтобы это меню прошло в автоматическом режиме. Говорю, что у меня нет интернета. Продолжить ограниченную установку. Странно, почему эти данные автоматически не записались. Ну, давайте пишем, что у нас здесь Acer, да? Давайте напишем, что это Acer. Угу. У меня здесь не работает Backspace, поэтому вот так вот. Там был пункт сразу офлайн учетную запись настроить. Возможно, если бы мы выбрали его, тогда бы нам не пришлось здесь что-то заполнять. Так как я это делаю, по сути, только 2-й раз, вот, то я еще точно не знаю всех этих тонкостей. 1-й раз я вообще набросал все по-быстрому, сейчас я что-то там еще поменял, но особо не вникал. Суть в том, чтобы удалить все, что мне не нужно, и не делать это потом, не пытаться там удалять все эти лишние программы и меню, а просто поставить максимально чистую Windows без всяких лишних программ. Итак, больше никаких меню всплывающих не было. Мы сразу попали на рабочий стол Windows. Еще какие-то скрипты проходят. Ждем. Сразу автоматически открылся Edge. Как видим, больше ничего нет. Давайте проверим, что у нас здесь. Так, фотографии, Microsoft Store. Угу. Ну, собственно, вот и все, что здесь есть. В принципе, действительно, никаких программ лишних здесь нету. Очень интересно, почему здесь остались фотографии, допустим, хотя я не указывал, чтобы эта программа была здесь. Возможно, что-то еще где-то нужно настроить. Но, я думаю, принцип понятен. Абсолютно чистая Windows. Не сборка чья-то, непонятно чья, с каким-то вредоносным кодом, да. Здесь ничего такого нету. Поэтому, как по мне, это все удачный эксперимент. Я надеюсь, немножко прояснил эту тему. Если есть какие-то вопросы, пишите. Можем попробовать разобраться вместе. Всем спасибо. Пока.